Сегодня можно сесть за ватман. Просто достаешь ватман и садишься. За война, за слово «мир». Страна, в которой однополые браки запрещены, но при этом там бабушки с мамами воспитывают детей, наверное, справится. Твое государство одной рукой детей убивает, а другой спасает сирот. Стоит ли жизнь одних, жизни других? Это очень грубый вопрос, но он должен прозвучать. Почему здесь есть выбор? Ты думал, только в книжках это есть, там, я не знаю, в кино? Все, собирайся, выезжаем. Это ты придумал, что мы будем снимать в хосписе, когда я тебя спросила, где тебе хорошо? Это лучшее место в Москве, потому что здесь точно нет войны, при этом здесь как бы есть смерть, но здесь больше всего жизнь. Обрати внимание, тоже очень важно, как это отличает всю нашу систему социалки, которая обязательно тебя закрывает за решетками. Значит, обязательно надо тебя изолировать, если ты болеешь, если ты умираешь, тем более изолировать, если ты какой-то другой, еще больше изолировать. Любой человек, проходя мимо, может увидеть, что здесь все видно на прострел. То есть, смотри, казалось бы, здесь какое-то таинственное место, где уходят люди, но при этом каждый человек может взять и посмотреть, и всегда видно. Обратите внимание, что никто не потребовал надеть бахил. А мы типа... С улицы. С улицы. Потому что это ненормально. Бахилы вообще это враг русского человека. Потому что, мы же по дому не ходим в бахилах. Обед. Ой, да, обед. Жизнь. Между прочим, на обед перцы фаршированные. Как жаль, что у нас мало времени. Да, я, кстати, тоже. Да. Это правда, что в первые дни после 24 февраля ты уехал из России? Спать. Я уехал, чтобы начать спать. Просто хотелось оказаться там, где можно спать. И удивительно, что физически, когда ты оказываешься не здесь, ты можешь спать. А почему ты потом вернулся? Выспался? Выспался. Во-первых, выспался. А во-вторых, я уезжал без цели. В этот момент ты уезжаешь не зачем-то. Ты уезжаешь, чтобы что-то смочь. Я покатался по всем этим, городам, в которые все уезжали, просто бесцельно. Просто надо было двигаться. Это был момент, когда надо было имитировать какое-то физическое действие. В какой момент ты принял решение вернуться? Когда я приехал в Стамбул и понял, что на следующий день я хочу уехать обратно. Можно, наверное, было бегать, прыгать, отжиматься, я не знаю. Но мне хотелось просто начать спать. Сейчас мы в России. И какой бы ты цвет выбрал для сегодняшнего разговора в сегодняшней России? Серый для России, совершенно точно. Это если отвечать на твой вопрос, какой цвет для России. Мой цвет последних дней – это лавандовый цвет. Я даже не знал, что существует такое понятие. Но этот цвет, помнишь, у Лизы из Винницы, которая погибла в Виннице, на которую упала ракета. У нее есть одна единственная фотосессия в лавандовом поле. Мы когда играли концерт недавно ей, мы привезли лаванду. И вот этот цвет сейчас, наверное. Так что давай для России серый, для меня лавандовый. А как ты ему сделаешь? Никак, ни в коем случае. Надо просто выбрать. Давай. Выбери. Лавандовый. Хорошо. Страшно ли тебе сейчас жить в России с теми мыслями, которые у тебя есть, и с теми чувствами, которые ты испытываешь? Не так страшно, как было раньше,
Потому что я для себя понял, что сегодня можно сесть за ватман. Ну, вот просто достаешь ватман и садишься. За война, за слово «мир». Вот в этот момент, когда ты начинаешь это понимать, уже как-то даже неинтересно бояться. Но если ты можешь сесть за пустой ватман, то ты перестаешь бояться. Дальше, наверное, нам просто надо думать, нет, все-таки за ватман не хочется, надо что-нибудь поинтересней. Ну, правда, здесь срабатывает такой подход, надо что-нибудь поинтересней. За ватман глупо. Но я тебе скажу, когда вот мы играли концерт или когда ты публикуешь пост, есть этот момент такой, с Богом. А ты представлял себе себя в тюрьме? Нет, не представлял. Но книжки, которые я возьму, у меня уже отобраны. Я вспоминаю с Носиком, когда мы разговаривали, помнишь, он уже сумочку собрал, его собирались уже сажать. Вот мы с ним как раз первый раз вообще про это мы поговорили с ним. Когда я понял, что, оказывается, так можно. Вот ты живешь, но ты где-то в голове держишь, что вот нужно иметь сумочку, книжки обязательно, если дадут. Но тогда это, считай, мирные времена были. По сравнению с тем, что сейчас. Я, когда задумался об этом, я думаю, что, поскольку у меня есть несколько лекций, я как-то справлюсь. Беркович Женя мне рассказывала, как она сидела в свои 16 суток. И, в общем-то, там появляется какая-то надежда на то, что можно как минимум провести это время полезно друг для друга и интересно. Это как? Читать друг другу то, что ты знаешь. Рассказывать о том, что ты знаешь. Да, не устраивать какие-то там действительно мини-лекции, мастер-классы, не знаю. В общем, туда есть чем прийти, я так скажу. А в остальном я даже себе не представляю. Когда ты вернулся в Россию, вот из этого Стамбула, почувствовал ли ты, что ты здесь нужен? Это ощущение мне подарили мои студенты в Сколково. Там молодые, живые, дерзкие ребята, которые пытаются запустить свой стартап. И мы уже много лет там работаем вместе, каждый год новые студенты. И вот я помню, что первый раз я даже отказался. Это как раз должна была быть лекция то ли в начале марта. Я сказал, я не знаю. А у меня еще лекция такая, знаешь, как произвести и доносить смысл своей деятельности. Я не очень понимаю, о чем сейчас говорить. И я помню, что когда я пришел на лекцию, я им так честно сказал: ребят, я сегодня буду лекцию читать сам себе. Вы просто слушайте, мне нужно самому ее себе прочитать, потому что я сейчас не имею права вас тут учить, потому что смысла у меня сейчас нет вообще. И они меня вытащили, потому что то ли они это специально сделали, то ли потому что, я не знаю, какой-то курс в этом году особенный. И мы официально закончили свою программу, и потом они много раз заставляли меня куда-то приехать, продолжать с ними работать, заниматься. Первый раз я почувствовал, что я нужен. Нет такого понятия, ты нужен стране. Я вообще не понимаю этого. А вот им да. Потом фонды наши с тобой, которые просто в контузии от того, что происходит. У них прям вот они достают свои транзакции, они прям минус, да. И понятно, что надо с ними что-то делать тоже. Потому что СМИ, которые писали об этих фондах, теперь запрещены или которые закрыты. Вот удивительно. Вот прям системно помогали именно эти СМИ. И вот они ушли все. И оказывается, и денег нет. И люди перестают помогать. И рассказывать некому. Надо включаться. В 1475 году в Константинополе открылся первый в мире магазин кофе «Кива-хан». А спустя несколько лет по всему городу работали уже огромное количество кофеен, в которых всем желающим не только продавали, но и наливали кофе. Посетители кофеен не покидали их часами. Они играли там в шахматы и нарды, читали стихи, договаривались о сделках и, конечно, обсуждали политику. Однажды главный министр султана Мурада IV решил инкогнито пройтись по городским кофейням, чтобы узнать, что же горожане на самом деле думают о своих правителях. И оказалось, что они не только ругают министерство, но и самого султана. Узнав об этом, султан Мурад IV объявил публичное распитие кофе вне закона. Но после его смерти кофейни вернулись на улицы города. Исторический магазин «Кива-хан» до наших дней, увы, не дожил. Но в память о нем сегодня так называются многие кофейные компании и кофейни по всему миру. Обжарщики «Кива-хан» есть даже в Австралии, которая стала одним из мировых центров спешлти кофе.
В России культура спешлти кофе тоже активно развивается. И хороший кофе можно пить не только в кофейне, но и дома. Для этого нужно, чтобы кофейные зерна были свежей обжарки. Купить такой кофе можно в специализированном интернет-магазине Tasty Coffee. Обычный кофе попадает на прилавки супермаркетов через несколько месяцев после обжарки, часто уже растеряв свой вкус. В Tasty зерна обжаривают под заказ в тот же день, когда вы их покупаете. И за процессом обжарки можно наблюдать в онлайн-трансляции на сайте. Tasty выбирает лучшие зерна нового урожая по всему миру. В Америке, Азии и Африке. Постоянно пробует новые сорта и придумывает собственные бленды. На сайте вам помогут подобрать кофе всех возможных вкусовых оттенков и под любой способ заваривания. Хоть в автоматической кофемашине, хоть в турке, хоть в дрип-пакетах. А если купленный кофе в итоге не понравится, его поменяют на любой другой или вернут деньги. За каждые 6 пачек в заказе Tasty дарит подарок – чай, кофе или аксессуар для заваривания. А по промокоду «Скажи» можно получить скидку. В первый месяц 15%, а после этого 10%. Переходим по ссылке в описании и заказываем кофе в Tasty. Как ты решаешь для себя этический парадокс того, что вот ты здесь, ты помогаешь российским благотворительным фондам, которые помогают российским больным, в то время как российские войска и российская авиация убивают других граждан, которые ни в чем не виноваты? Ты бьешь прям. Это непрекращающаяся мысль. Потому что в голове следующий образ. Твое государство одной рукой детей убивает, а другой спасает сирот. Самое страшное, что ведь это правда, что любая сегодня деятельность, которая так или иначе закрывает дырки в системе медико-социальной помощи, это как бы действительно помощь государству. Я пытаюсь каждый раз смотреть на конкретного человека, и в этом смысле кончилась вот эта фраза «системная помощь». Мне кажется, 24 февраля ни о какой системной помощи речи идти быть не может, потому что государство выбрало танк. Государство сказало: ребят, нам, значит, вот это все неинтересно. У нас другие задачи. И тоже до 24-го еще казалось, мы как-то можем там вместе договариваться. Как-то можем что-то делать вместе. С 24-го мне совершенно стало понятно. Договаривайтесь сами. Поэтому сегодня только можно мыслить конкретным человеком, напротив. Только конкретно. Ни о каких реформах, значит, социальных инициативах, значит, вот этих системных изменениях. Это все фигня. Сейчас есть конкретный человек. Бабушка, ребенок, собака, бездомный, кто угодно человек. Это чуть-чуть возвращает хоть какой-то смысл. Это правда. Но проблема это, конечно же, есть. Эта моральная дилемма существует. Потому что хочется закрыть глаза и сказать: да чтобы у вас тут все кончилось. Чтобы вы поняли, что вы существуете только благодаря тому, что есть такие люди, как Нюта, Чулпан, Гриша Свердлин, вот Лиза Олескина. Вот только благодаря этим людям вы существуете. Вы же понимаете? Понимают? Нет. Нет, потому что они существуют для них ровно в тот момент, пока им удобно. А если гипотетически представить себе, что все те, кто сегодня занимается крупными благотворительными, маленькими благотворительными фондами в России. И, кстати, на самом деле список этих людей почти совпадает со списком тех, кто выходил на площади, протестовал, там, надевал эти белые ленточки или громко или тихим голосом выступил против войны. Так вот, если представить себе, что все эти люди вдруг говорят: нет, это невозможно, и закрывают все свои благотворительные фонды, способно ли государство заместить их и помочь всем тем, кому эти благотворительные организации помогали прежде? Государство выдохнет, скажет: меньше гемора, сделать все для того, чтобы эти люди, которые сказали «нет, стоп», уехали, а дальше в государстве появятся совершенно фейковые благотворительные организации, которые имитируют помощь. Я просто знаю, вот есть четкое это разделение. Вот мы же с тобой знаем, вот есть там эти 10 человек, и есть все остальное. Вот у этого всего остального есть задача быть, значит, электоральной силой, когда нужно стать моментально волонтерами, и им дальше, честно говоря, все равно. Ты сегодня волонтер Победы, завтра ты волонтер чего-то еще. Это такое движение. И там нет экспертизы. Посмотри на благотворительные организации, которые в этом году после войны получили
фонд президентских грантов и кто не получил. Фонд «Вера» не получил, кстати. Да, ну, все, кто подписывал известное письмо, не получили. Да. И кто отказался отзывать подпись. При том, что я совершенно спокойно отношусь к тем, кто подпись отозвал, потому что, как мы не лезем, это решение каждого человека. Так вот список тех организаций, на которые собиралась бы или собирается уже сейчас опираться государство. Там, писать сочинения про великую российскую историю, проводить какие-то уроки патриотизма. Там очень много таких мероприятий, которые не имеют отношения к благотворительности. Я думаю, что сектор бы существовал, но такой сразу лояльный. Это было большое, огромное общество, мы вместе. Давай так, даже сейчас без идеологии. Объем помощи, который оказывают благотворительные фонды людям больным и бедным, вот это все государство могло бы на себя взять, если бы этих фондов не существовало больше? Могло бы, но только у него бы не получилось, потому что третий сектор существует, потому что государство берет, что-то делает, но не получается. Потому что государство отчитывается не качеством жизни человека в болезни, после болезни, а количеством койко-мест, количеством сделанных операций. Тебе бы сказали, смотрите, меры поддержки, конечно, мы всем раздадим, если мы говорим про бедных, вот дадим просто денег. А если говорим про онкологию, мы сказали, вот смотрите, сколько мы провели операций. А то, что нет психологической реабилитации, они об этом не думают. Ведь сегодня государство как бы берет на себя эти обязательства. Просто у него не получается. Оно идет не от человека, а от системы. Оно отчитывается количеством квадратных метров. И нам бы отчитывались примерно так же. И благодаря как раз тем людям, о которых мы сейчас говорим, эти люди говорят, стоп, секундочку, вы пришили ногу. А реабилитация? А трудоустройство? А вот это. Вы дали бесплатный проезд детям, которые проходят лечение от онкологии. Но, друзья, нельзя во время лечения пользоваться общественным транспортом. И ваша эта мера поддержки не работает. И мы, как НКО, это видим, замечаем, знаем. Государство говорит, мы даем квоты на операции. А о том, что надо приехать в Москву на эту операцию, а ее провести, где-то в этот момент жить, государство не интересует. Это кейс, когда Кулаковый центр, где проводятся серьезные, действительно высокотехнологические операции внутриутробные. Это же проблема. Я имею возможность общаться с этими организациями. Мама едет из Владивостока на операцию, получила квоту, там их всего немного, счастливая. Ей делают операцию. Но врачи говорят, ребят, после того, как провели эту операцию, ты должна здесь находиться рядом, под присмотром. Мы должны за тобой следить. Но такой возможности нет, потому что у нее нет возможности жить рядом с больницей. И мама едет обратно. И в дороге не случается выкидыш. И она потом всю жизнь будет винить себя. То есть государство думает, государство дает, но оно, поскольку не замечает человека, оно замечает только факт проведенной операции. И потому что этим удобно отчитываться. Вот и у нас все будет так примерно и работать. Для этого существует сектор. Для того, чтобы посмотреть на проблему, на нозологию глазами человека. Не глазами системы, а человека. Что, оказывается, просто пришитая рука ничего не значит без возвращения и нормализации жизни этого человека. А теперь вернемся немного в начало. Всегда крупные благотворительные фонды в России говорили о том, что их деятельность невозможна без той или другой работы совместной с государством. Да. Это все точно так же происходит. И получается опять вот эта вот тупиковая ситуация, да, когда ты сотрудничаешь с тем, кто другой рукой сбрасывает бомбы и отправляет в атаку танки. Да, застегиваешь все пуговички, выдыхаешь, идешь. Стоит ли жизнь одних за жизнь других? Это очень грубый вопрос, но он должен прозвучать. Почему здесь есть выбор? Но это вопрос о вагонетке, помнишь, да? Да, конечно. Да, вот это... Для меня одна жизнь равняется сотням. Ты понимаешь, когда ты в правилах игры, где все отравлено, а там, это правила игры, значит, надо оставаться надо понимать, что ты будешь это как мышьяк, он все равно будет тебя отравлять. Ты будешь, каждая твоя коммуникация с государством будет, конечно же, тебя отравлять. Но поскольку мы все в заложниках в этом плане, значит, надо делать, конечно. Потом просто ходить в душ чаще. Ты сейчас общаешься с людьми, которые занимают государственные должности? Уже нет. Ты не хочешь или тебя не пускают? Я не хочу.
Больше того, я наблюдаю, как идут мои проекты, которые я создавал, когда еще работал. Но все, я не знаю, просто все. Наверняка допускаю, что придется как-то, да. Вот. Вначале это казалось вообще невозможным. Сегодня, наверное, когда ты понимаешь, что действительно по-другому вопрос не решится. И я вообще, еще раз, я за такое сотрудничество. В этом смысле это нормально, потому что в любом государстве есть люди, которые действительно понимают. Их не очень много, но они есть. И вот главное выйти вот на них, как-то попасть на них, потому что им нужна тогда действительно поддержка. У них есть ресурсы, у тебя есть экспертиза. Но вот сегодня я пока не представляю себе, как что-либо вместе делать. Во всяком случае, пока идет горячая фаза. Совершенно точно. Ты писал музыку до войны? Да, но только никогда не относился к этому серьезно. Конечно. А что случилось? Почему теперь ты стал давать концерты? А потому что это единственная форма возможная, допустимая разговора. И оказывается, правда, это работает. А по-другому нельзя говорить публично. Угу. Особенно с людьми, которые не разрешают себе, находясь в определенных предлагаемых обстоятельствах, вообще произносить что-либо вслух. А когда ты говоришь, смотрите, это музыка за последние полгода. И ты оставляешь их на 1,5 часа, и твои музыканты играют. Ты не знаешь, что там происходит. А что происходит? Тебе говорят спасибо, что мы поговорили. Спасибо, что вы об этом говорите. Да, это вот странно. Можно быть каким угодно и хорохориться как угодно. Я в своей жизни вот за последнее время не встречал ни одного равнодушного к этому времени человека. Он может бояться, он может не разрешать себе, он может служить, да, системе. Но там все равно рано. Просто вопрос в том, как ты ее заделываешь. Я вот ее стараюсь не заделывать, наоборот, а стараюсь сделать так, чтобы ее человек почувствовал. Особенно тот, кто всячески ее не замечает и чем-нибудь, каким-нибудь скотчем, который оправдывает работой, я не знаю, удобствами. Да, музыка такая, которая говорит, смотри, ты человек. Музыка должна говорить тебе, ты человек. Люди плачут у тебя на концерте. Да. А я думаю, что это слезы, может быть, для кого-то первые. А это хорошо, что они плачут? Да, я в этом убежден, конечно. Человек должен видеть в себе человека. Иначе оценить войну невозможно. Мы шутили, когда мы играли этот концерт, мы 2 дня играли, и реально, прям было страшно. Почему? Ты в центре Москвы, у тебя огромный портрет Лизы. Понятно, что по телевизору не показывают ни Лизу, ничего этого, но все равно ты собираешь людей на определенную тему. Это концерт в памяти Лизы. И каждый прохожий, это прям как будто бы... Ничего себе, смотри, мистика какая. Лиза. Это да. Прости. Каждый прохожий, который заглядывал с маленькой сумочкой, еще желательно, чтобы он был, это становится страшно. Да слушай, конечно, страшно. Но я тебе уже сказал, если за ватман за пустой, то лучше уж за концерт Лизе. Правда. Ты пробовал поговорить с своей мамой? До войны, как ты знаешь, я на протяжении 10 лет веду Инстаграм Семы, в котором почти все, если не все, родители, у которых есть дети с синдромом Дауна, и 50% нашей аудитории – это жители Украины. Я не знаю почему, но мне кажется, почему-то, что мама Лизы была подписана на Сему, потому что я очень много разговаривал и знаю очень много жителей из Украины, которые читали Сему. И я жду, когда закончится война, чтобы возобновить деятельность Инстаграма. Пока я этого делать, я не понимаю, о чем писать. И самое страшное, что я боюсь увидеть, что среди наших подписчиков мама Ирина. А почему ты ей не написал? Я не очень понимаю, что можно в этот момент сказать. Мне очень горько. Я буду делать ровно то, что я делаю. Я не знаю, что сказать. То есть, честно, я этих слов найти не могу.
Мужчина средних лет просыпается, встает с кровати и обнаруживает, что прикован к ней за ногу цепью. Так начинается новый мини-сериал «Пациент» со Стивом Кареллом в главной роли. Сериал посвящен психоанализу, но есть нюанс. Терапевт здесь пленник на цепи, а клиент – его похититель. Он осознает, что может совершить непоправимую ошибку, и, чтобы предотвратить ее, решает обратиться к одному из лучших специалистов, хоть и таким необычным способом. Конечно, в обычной жизни представить себе такую ситуацию очень трудно, но иногда потребность в помощи извне действительно может быть очень сильной. Например, когда нужно адаптироваться к изменениям, справиться с подавленностью, тревогой или найти в себе силы для осуществления планов. И психотерапия, правда, помогает принимать верные решения. Разговор со специалистом – это возможность взглянуть на ситуацию со стороны, отделить главное от второстепенного и разобраться в своих чувствах. А с сервисом «Ясно» вы можете заниматься с психологом по видеосвязи где угодно и когда угодно. Я уже рассказывала про «Ясно». Это онлайн-сервис подбора психологов и онлайн-консультаций. Специалисты тут все проверенные, с подтвержденным образованием и опытом работы не менее 3 лет. О конфиденциальности тоже можно не беспокоиться. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи и никогда не записываются. Все сказанное останется между вами и психологом. А теперь у Ясно появилось очень удобное приложение, которое доступно для iOS и Android. Устроено там все максимально удобно, в том числе для тех, кто никогда не консультировался с психотерапевтом. В анкете у вас спросят, что вас волнует в первую очередь, предложат несколько подходящих именно вам специалистов на выбор и покажут доступные варианты по времени. Цена для всех индивидуальных сессий фиксированная. Это 2850 рублей за 50 минут. И это дешевле, чем стоимость очной консультации у большинства специалистов такой квалификации. А еще в Ясно есть парная психотерапия. И это не обязательно значит, что вы приходите на консультацию с партнером. Вы можете прийти с другом, коллегой, родителем или ребенком не младше 16 лет. Проводят такие консультации только специалисты, которые подтвердили дополнительную специализацию по семейной терапии. Сессия длится 1,5 часа и стоит 4850 рублей. А по промокоду Гордеева вы получите скидку 20% на любую первую сессию с психологом, и парную, и индивидуальную. Переходим по ссылке в описании и скачиваем мобильное приложение «Ясно». Там можно узнать все подробности и записаться на сессию с психологом. Как ты думаешь, когда-нибудь украинцы простят все, что с ними случилось? Когда-нибудь, да. Я не верю в прощение без покаяния. Ну, собственно, я себе не представляю сегодня покаяние без капитуляции. А как? Ты что? Был шанс на покаяние, но мы его... исторический шанс на покаяние за 30-е, за ГУЛАГ, за кровавый террор. Вот там много было возможностей. Собственно, поэтому я Лениным-то и занимался. И вот не покаялись и приехали. А в этом случае, честно, ну, как минимум, капитуляцией можно назвать смену режима. Но в любом случае новое, только новое. При этом, мне кажется, мы можем получить прощение. Десять лет назад у тебя появился сын. Сёма, парень, самый знаменитый, наверное, в России, с синдромом Дауна. Ты понял, что он с синдромом Дауна в момент, когда он родился, или вы знали об этом заранее? Нам ставили синдром раньше, но поскольку огромное количество фактов, когда ты можешь там 90% ставить и рождается обыкновенный ребенок, и больше того, я же еще тогда не был, я же нормальный, боящийся родитель, который, как и все, ждут идеальных детей. Ты не допускал этой мысли, но ты понимаешь, когда тебе всячески вот так подмигивая намекают на аборт, ты уже тогда первое решение принимаешь и говоришь, как бы нет, все окей. Да, с надеждой, что родится здоровый ребенок, но на самом деле все равно ты понимаешь, что ты не можешь как бы это совершить, это же твой ребенок.
Тут требуется необходимое объяснение. Мы с тобой условились не говорить о маме Сёмы, да? Поэтому будем говорить только о тебе. Спасибо. В этот момент что чувствует мужчина? Значит, в России есть такая суперстатистика, что от больных детей первыми уходят папы. Да. И в семьях, где рождаются дети с особенностями, пап нет. Да. Почему? Я вчера был один на родительском собрании. Да ладно. У Сёмы, да. Блин. Это правда. Значит, При том, что я официально, как ты понимаешь, там давно уже в разводе. Что в этот момент чувствует мужчина, да? Он чувствует, что как будто бы какой-то брак или как будто бы что-то он не доделал. Я не понимаю, почему мужчина исчезает. Ты понимаешь, я не могу тебе ответить за этих мужчин, потому что тогда, естественно, я никуда не исчез, и у меня немножко по-другому это сработало. Но занимаясь этой темой, я понял следующее, что это проигрыш. Вообще появление инвалида в семье означает в России пока еще в нашем обществе проигрыш. Так же, кстати, как и умирание. Или болезнь. Вот у нас есть главный проигрыш. Ты заболел онкологией, ты проиграл. И у нас есть, появляется особенно ребенок, ты проиграл. Очевидно, для мужчин, вот здесь я буду исключительно, как я наблюдаю, это личный проигрыш. Ребенок — это твое продолжение, особенно если это мальчик. Плюс ко всему, на тот момент кажется, что мужчине проще уйти. Потому что социальное как бы разрешает это делать. Ну, страна, в которой однополые браки запрещены, но при этом там бабушки с мамами воспитывают детей, наверное, ну, типа справится. Я знаю большое количество пап, которые не просто не ушли, а возглавили тему. Я даже знаю пап, которые остались. Я допускаю, что и мама бы ушли. Но как будто бы социально маме нельзя, а папе социально можно. Потому что тех мам, с которыми я разговаривал, из которых я слышал, там вообще ужас происходит. Но они как будто бы вот, что ж поделать, ну, мой ребенок. Я скажу больше, пусть уходит папа. В том смысле, что лучше никакого, чем вечно стесняющегося собственного ребенка отец. Вот это самое страшное. Когда ты из одолжения существуешь, и каждым своим днем жизни осуществляешь эту дистанцию. Я видел это. Вот честно, лучше свали. К чему связанному с Сёмой ты не был готов все равно, даже приняв его, и даже приняв всю эту историю? Ну, во-первых, я скажу здесь смешно, поскольку есть этот миф «Солнечные дети», значит... Милота? Да, милота. Я был не готов к тому, что он нормальный, вредный, я не знаю, когда нужно, злой. Было бы, наверное, очень удобно, чтобы у тебя был блаженный ребенок, и бабочки из своего живота перелетали бы в его живот, и наоборот. Да он... Вот это я помню, что первый был такой: «Сири, стоп, секундочку». Это как в роддоме, знаешь, когда он родился слабой-преслабой в реанимации, и он не плакал. А ты как дебютант, отец, ты ждешь, значит, своего вот орет, знаешь, вот это орет. Вот что меня больше всего расстроило в этой ситуации, вот прямо не кричал ребенок, как будто не родился. Как только мы перевезли его домой, я говорю: Сёма, ты был таким замечательным в роддоме, когда не орал. Когда ты на собственном опыте понимаешь, что не-не-не, это не так, это все нормально. Я не был готов к системе коррекционного образования, потому что очень надо сейчас преодолевать какие-то сложности. И я специально захотел, чтобы Сёма учился не в какой-то частной упакованной штуке, а чтобы еще смотреть, наблюдать, что происходит со всеми. И вот сейчас очень любопытная ситуация, что весь класс не тянет образовательную программу, коррекционно, не тянет, коррекционно. Потому что она была написана по вот этой ИПРЕ, да? Угу. А для того, чтобы ее поменять, нужно поменять степень умственной отсталости ребенка. То есть, видишь, все идет не от человека, а по нормам. То есть почему-то есть коллективное решение, что, значит, с этим синдромом ты должен работать по этой программе. Ты можешь чуть-чуть опаздывать или чуть-чуть опережать, но нет. Для того, чтобы перейти на другую образовательную программу, ты должен получить другую степень умственной отсталости. Вот у Сёмы умеренная. Чтобы перейти на комфортную для него ритм и программу, нужно сделать ему посерьезнее что-то. Ну, то есть, Сём, прости, ты теперь официально тупее, чем ты есть. Чтобы ты... Ну, вот это выглядит так. И это почти весь класс. То есть, понимаешь, в чем дело? Вот удивительно. Почему нельзя выстраивать трек индивидуальный? Нет. Написано, что по вашей степени умственной отсталости у вас вот эта программа. Хуячьте. А я тебе скажу больше. Я вчера всю ночь занимался изучением
содержание разговора о важном. Я вот думаю, как хорошо, что Сёма, значит, коррекционная школа, синдром Дауна, наверное, как-то, не знаю. Нет, по-моему, там тоже есть разговор о важном. Вот, есть разговор о важном. И я вчера смотрел программу для как раз Сёмы. Это очень интересно, потому что я специально, значит, зачем я учусь, где мы живем, мечтаю летать, традиции моей семьи, отечество от слова «отец». Это к вопросу о гендерном равенстве. Окей, допускаем. Пока все неплохо. А потом фигак и путешествие по Крыму. Ну ладно. Причем знаешь, когда урок поставлен? На 27 марта. Это как раз дата референдума. Ну, а потом там нормально все? То есть они только по Крыму попутешествовали и начинается вернулись? Родина. То есть по Донбассу они уже не путешествуют? Защищать. Это начальные классы. Прости, 11-10 классы, там уже специальная военная операция и все как полагается, да. Посмотри, это очень интересно. Но самое интересное, видишь, у Сёмы там серьезное отставание по программе, то есть как будто бы мы смотрим сегодня на 1-2 класс. Не на 3-й, 4-й, 1-2. И сейчас же всем дали методички по этому уроку о важном. И там есть ролик для первоклашек, который должен показывать учитель. Значит, наша школа состоит только из здоровых, идеальных детей. Там ни одного инвалида в этом демо-ролике школы, вообще образования, ни одного. Все идеальные, постановочные, несуществующие дети. И вот честно, я буду с этим разбираться. Я папа особенного ребенка. Я вижу ролик, который показывает условно моему ребенку про то, какова должна быть школа. Я не вижу там своего ребенка. Ты будешь прям... Да, я буду этим заниматься. Ну, понимаешь, вот если бы мы как бы договорились, ребят, ну все, инвалидов у нас нет, как в Советском Союзе. У нас, значит, диктатура, инвалидов нет, все остальное, значит, в ПНИ. Но у нас есть эта фарисейская риторика, связанная с инклюзивностью. Везде уже. А по факту мы продолжаем других не замечать. И воспроизводить этот код несуществующего идеального мира, а на самом деле это усугубляет еще больше. Вот почему ПНИ существует. Потому что первое, что видит, показывает учитель во всех школах страны ролик про то, что такое школа и добро пожаловать в 1 класс, там нет ни одного особенного человека. Все должны быть здоровыми. Понятно почему? В какой момент жизни Сёмы тебе пришла в голову идея создать ему Инстаграм? Здесь будет титр, что это запрещенная сеть. Кстати, да практически сразу, потому что... Злые голоса говорили, что ты пиаришься за ребенка. Нет, слушай, все пиарятся. Давай так, все, кто публично ведет благотворительную деятельность, они все, конечно, ну это даже не новое. Понимаешь, как интересно? С ним очень интересно было расти, потому что наши игры, конечно же, немножко другие. Там более утрированно все это делаешь. Там более... Больше того, дети с синдромом Дауна охотнее вовлекаются в символическое. С ними гораздо интереснее. Вот мне, как режиссеру, очень с Сёмой было интересно, потому что это надо тебе объяснить, что, значит, вот мы разбросаем голубые ленточки на пол, и это будет наше море. Ну, как бы нормальный ребенок скажет: пап, значит, море — это вода, как минимум. А Сёма, он готов включаться в эту семиотику. Действительно похоже на море. И это было очень интересно. Если ты обратил внимание, то там, особенно в начале, это все было про игру. Плюс ко всему, оказалось, что нет вообще ничего от родителей. То есть никакого контента по тому, как воспитывать ребенка с синдромом Дауна, не существовало. Только методические пособия. Потому что вся педагогика специальная, коррекционная, была основана на детях, которых изучали в закрытых социальных учреждениях. Понимаешь, да? Поэтому и были установлены мифы, типа необучаемый, несоциализируемый. А мне так было интересно: стоп, а давай попробуем посмотреть, как ребенок, значит, растет дома. Ну и плюс, конечно, что греха таить, Эвелина тогда была медийной личностью и остается. И, конечно, не воспользоваться. Вот опять же, да, ситуация дает смысл. Да? И вот твой вопрос: ты берешься, либо ты не берешься. Все сложилось. Я умею снимать и придумывать какую-то ерунду. Значит, она может это шерить. Все, матч. Мой директ пишут родители, когда им очень страшно, когда им дают диагноз, или когда они уже там в роддоме и не понимают, что делать.
Я выезжаю на такие встречи. Либо в роддом, либо домой уже, когда они приехали. Либо мы встречаемся в кафе, когда они совсем-совсем близки к родам. Им написала мне однажды Наталья. Говорит, я живу в Вероне со своим мужем. У меня есть уже обычный ребенок. Ну вот у меня родилась девочка. Я не могу справиться. А если я от нее откажусь, то заберут и сына. Я говорю, я выезжаю. Она пишет, что там все очень сложно с мужем, очень все. И я вот не знаю, как объяснить. Может, просто в Верону хотел, фиг знает, хотя. И я лечу этим же вечером. И я приезжаю прям ночью домой, уже все спят. И мы всю ночь разговаривали. С мужем было тяжело, потому что он не говорит по-английски, все только через нее. И вот мы разговаривали. А через 3 месяца меня позвали на ее крестину. Я был первый в жизни на крестинах католических. Офигенно, кстати. Это незабываемо. Это, да, вот с программкой, вот видишь, как там все. И все. У них еще появился ребенок. Сейчас я следил за ними в Инстаграме. Сколько таких историй ты можешь рассказать? Десятки. Ну, правда. Это предмет твоей гордости? Это, наверное, это служение. Вы простите за это большое слово, но это такое, это служба. Почему важно? Потому что я не психолог, не педагог, не специалист. Я просто папа. Вот это самое важное, потому что бывают вещи, которые может сказать тебе только человек вне специальности этой. Когда тебе скажут что-то логопед, он скажет тебе на логопедическом. Если тебе скажут, что это социальный работник, понимаешь, а вот я всегда говорю как, я не знаю, что будет с ребенком дальше. Я знаю, что будет с вашим ребенком в течение вот этих вот 10 лет, пока я знаю, что было с Семой. Что будет дальше, я не знаю. Там половой, я жду там полового созревания. Я жду чего-то еще, трудоустройства. Я этого не знаю. Но то, что до этого момента я знаю. И давайте разговаривать. Я помню разговор в роддоме, в парке, во дворике. Она говорит, а что я скажу на работе? Это очень интересная постановка вопроса, и ее тоже надо любить, потому что появление ребенка – это социальный акт. Да? Что я скажу на работе? Как разговаривать вот в такой ситуации? И я помню, что… Я говорю, смотрите, вот представьте, что у вас родилась здоровая девочка. Прям идеально здоровая. И в 7 лет она попадает под машину и остается в коляске. Или у нее появляется какая-то особенность. Вы отказываетесь в этот момент от дочери или нет? Он говорит, нет, конечно же, моя дочь. Я говорю, правда. Секундочку, чем отличается? Я даже не знаю, что ближе, 9 месяцев внутри тебя или 13 лет рядом с тобой. Мне кажется, внутри тебя. Поэтому надо сделать все для того, чтобы вместо фразы про отказную и прочее, надо просто сразу давать ребенку маме и оставлять их там на час. И потом можете там разговаривать. Ну, слава богу, сейчас, давай реально многое поменялось, если прям серьезно. Это правда, что в детстве ты очень большое количество времени провел в интернате? Да, у меня там работали родители. А что они там делали? Они были дефектологами. Мама там всю жизнь продолжала этим заниматься, а папа был тоже преподавателем, но он там занимался музыкой. Он учил детей из детских домов музыке и делал ансамбли. Я тоже, кстати, на барабанах играл. Вот. То есть это педагогика такая. Что тебя в этих детях удивляло? Я никак не мог в детстве понять, почему возможна песенка «Мамонтенка», когда это не так. Я просто помню, как же так? Так не бывает на свете, что были патенты. Да вот они, у меня там 200 человек, я их вижу каждый день. То есть только этот факт. Я не замечал разницы там, да, разные были ребята. Вот. А это был интернат просто для детей, у которых нет родителей, или это был интернат для детей с особенностями? Там были дети с особенностями. Ты понимаешь, когда в детстве ты вообще не очень понимаешь, ты просто какой-то странный ребенок. И они все почему-то похожи. Система всегда делает так, чтобы дети детских домов были похожи. Ты их вообще не отличишь друг от друга, у них личности нет. Получатель социальных услуг. Так называемся мы с тобой с точки зрения системы медико-социальной помощи. У нас нет с тобой имен, биографий, фамилий и характера. И привычек. У нас с тобой есть ПСУ.
Вот если твои личные вещи собрать и положить в дом престарелых, в хранение, у тебя там не будет имени, там будет написано ПСУ номер, выбирай какой, 17. Поэтому это были дети с одинаковой прической, в одинаковой одежде. Они одинаково, казалось, тогда выглядели. Но я сейчас вспоминаю, когда я родился Сёма, что там дети с синдромом Дауна были точно, потому что мне был знаком очень этот визуальный эффект. Это правда. Да, и я вот с ними, поскольку дома не с кем было оставлять, я там тусил. Вырос я с детьми из детского дома, это точно. То есть судьба тебя готовила? Ты знаешь, когда вот ты уже становишься взрослее, ты как раз больше всего боялся особенного ребенка. Потому что я видел этого много. Конечно, я понимал, что это происходит, существует. Не так, как, знаешь, ты живешь в идеальном мире. В хамовниках у тебя там никого нет. А ты понимаешь, что вот мы боимся всегда заранее. Вот прелесть заключается в том, что ты только чуть-чуть позволь там согласиться с тем, что произошло, и вот страх куда-то уходит. Боимся мы всегда заранее. И я думаю, что даже отвечая на вопрос про страх здесь, это все равно страх заранее. Так производится страх здесь. Он производится заранее. Потому что, мне кажется, они даже не представляют себе, что может быть, если действительно люди в какой-то момент этот страх преодолеют. Сделав маленький шаг. Вот он просто маленький шаг. Так происходит с родительством особенно. Чуть-чуть до войны существовал активный Инстаграм Сёмы, просто сейчас это невозможно. И вот как раз он существовал для того, чтобы мне в директ писали родители. И когда с ним встречаешься, ты просто им помогаешь сделать маленький шаг. Такой вот только маленький. Оп! И оказывается, так можно было. Вот это самое гениальное, что есть из комедийного голливудского кинематографа. Так, оказывается, так можно было. Вот оно так же и работает. Ты был мамин или папин? Слушай, папа пил, наверное, я бабушкин. Потому что нас много. Это вообще какое-то поколение бабушкиных детей. Да, слушай, я бабушкин абсолютно, потому что, во-первых, нас было много, это многодетная семья, мы не вмещались в квартире, и я жил с бабушкой. Ну и, конечно, для меня это было... Подожди, то есть все остальные дети жили с мамой и папой, а ты жил с бабушкой? Да, я жил с бабушкой. А почему? Не знаю, наверное, когда-то так было сделано мамой и папой. Во-первых, я мальчик, а там, остаются 2 девчонки, сестры. Вот. Ну и с бабушкой, наверное, как-то у меня сложилось. Поскольку я старше, и когда родители были молодыми, они отдавали меня бабушке, у нас как-то так матч произошел. И когда появились там Катя и Настя, возможно, это было удобно, когда действительно не можем мы спать все. Я помню эти времена, когда спишь в одной комнате все. Это не очень. И поэтому бабушка, она как-то находилась рядом всегда. Мамина мама или папина? Мамина. А что у вас за матч с ней был? Да, она все разрешала просто. Господи, бабушка, человек, который просто все разрешал. Ну и потом, понимаешь, тебя не бьют. Тебя просто не бьют. Отец пил? Да. И если там случалось, что мы жили вместе, то когда там совсем было хреново, я просто к ней убегал. Бабушка – это убежище. Вот. Поэтому до сих пор это, наверное, самый-самый-самый важный человек, потому что она столько сделала для того, чтобы я как-то спасался. Поэтому сегодня она, собственно говоря, она здесь, и с ней надо быть. То есть ты и для этого тоже вернулся? Совершенно точно она совсем старенькая. Можно дистанционно наладить все, что угодно, но она просто очень близкий человек. Просто она... и Сёма потом ее обожает. Бабушки же, это... Они спасут мир. Точно совершенно. Во-первых, мы все станем сильно жить дольше, а значит, будем дольше оставаться стариками. Поэтому бабушки спасут. Что чувствует взрослый парень, когда его отец бьет и бьет других вокруг себя, а он ничего не может сделать? Кажется тогда, что вообще-то, всех бьют. Ты знаешь, даже бить, ладно, всех бьют, но самая ужасная пытка – это когда тебя холодным душем успокаивают. Это абсолютно интернатовская такая штука. То есть, когда ты плачешь, и чтобы ты перестал орать? Тебе просто холодно. Это самое мерзкое, на самом деле. Это самая пытка водой, это самое мерзкое. И я это видел, как такое происходило в детском доме. Конечно. Но только там казалось, что, наверное, они действительно какие-то
психи, еще раз, маленький ты ребенок. Вот к тебе говорят, здесь там... Ведь никто тогда не рассказывал, что от детей отказывается, потому что, значит, что-то не так с родителями. Кажется, что если ты ненормальный, значит, у тебя есть полное право, так сказать, оставаться одному в системе, в детском доме. Когда был маленький, только так. Родители никогда не виноваты, потому что в детском доме родители – это Бог. Каждый взрослый, входящий в интернат, это потенциальный папа или мама. Ну, мама. Там нет другого отношения к взрослому человеку вообще. Не было. Там, да. Но ментально мы все равно остаемся так же. Ты своих родителей простила за то, что тебя били? За Да. душ? Да. Как это произошло? Как простил? Маму лично, потому что она сделала невероятно, чтобы мы все выжили. Ну, потому что, ну, да. Я сейчас, конечно, оправдываю ситуации бедности, стресса, пьющего папы, триллиона работ и навыков так, значит, утешать, вернее, не утешать, успокаивать детей. Наверное, это было практически рефлекторно. Я тебе скажу больше. Я единственный человек, который ездит к папе на могилу. Потому что, ну, я его прощаю, и, конечно же. И я его помню все равно любимым папой. А сколько тебе было, когда он умер? 16. А ты был рядом? Да. Так случилось, что как раз родители уже развелись. Значит, папа уехал жить в свою съемную в комнату, которую ему досталось после развода. Вот я тогда был единственным взрослым, так, условно, мальчиком, которому надо было все тащить. Потом пришла новость, что он каким-то странным образом умер. Но потом, да, похороны, вот это все, и все, я был. И ты тогда уже его простил, или ты простил его потом? Ты понимаешь, всегда казалось на тот момент, что тебя всегда бьют заслуженно. Вот это правда, это особенность такая психологическая человека, который оказывается в насилии, особенно все равно в жесткой системе. Ты думаешь, ну, значит, я правда прогулял что-то или что-то сделал. Ну, правда. Не было другого. Я не видел другого. Спальный район, интернат. Другого ты не видишь. Это к вопросу о том, что делает НКО. Благотворительный сектор показывает, как может быть иначе. Вот на тот момент никто... Да я не знал, что есть другое. Я знал, что есть несколько сортов чая, а не один. Вот это, я помню, меня однажды удивило, да, когда я был в гостях у своей подружки-девочки в школе. Вот это было интересно. Оказывается, чая может быть много. Вот это прикольно. А с насилием я не знал другого. Казалось, так как бы всех. Так когда ты простил папу? У меня не было такого, значит, я ходил, значит, держал эту обиду. Не знаю, наверное, как умер, так и простил. А что? У меня нет такого осознанного процесса прощания. Оно как-то происходит раз и все. А почему ты единственный человек, который ездит ему на могилу? Потому что было очень непросто. Непросто. Значит, было. другие-то не простили. Ну и окей. А сколько было лет твоему папе, когда его не стало? 37. Знаешь, как я, когда мне было 37 лет, как я нервничал. Думаю. Нервничал, да? Ну, мне с детства говорили, что, значит, если называются двумя одинаковыми именами, его тоже Саша зовут, то обязательно кто-нибудь не доживает. И для меня был такой важный момент перейти. Вообще, это очень странно оказаться в возрасте, когда ты помнишь папу. Это очень странно. Это такое любопытное очень ощущение, когда ты ты сейчас такой же, как папа, а ты тогда был ребенком. 37. Твои отношения с алкоголем, учитывая твой детский опыт, какие? У меня всегда эта картинка перед глазами. Я пью алкоголь. Я очень хорошо это помню. Больше того, потом, когда этой темой занимался, я примерно понимаю, какие есть неочевидные признаки. Вот. Сложный был период с февраля, правда, сложный. Ну, то есть не до чего-то, но ты понимаешь, что ты просто без коньяка не можешь как-то существовать, правда. Вот первое время ты просто не очень понимал, как это. Сейчас нормально все. Ты назвал свою младшую дочь Вера. Это связано с фондом помощи хоспису Вера? Да ладно? Да, правда. Ну, я же люблю шутить, что поскольку у меня было уже очень много мерча с надписью «Верой», мои последние 5-6 лет неразрывно связаны с этим именем. Хочется сказать, что в честь Веры Васильевны, да. Хочется сказать, что в честь фонда, да. Но почему-то Вера. Ну, Вера, да.
А где сейчас живет Вера? В Тбилиси. Это сознательное решение? Маруся, мама Веры, должна была уехать, потому что на нее в Беларуси завели уголовное дело за участие в митингах. И мне удалось с помощью моих возможностей увидеть, что она здесь на экстрадицию. Почти 300 человек из Москвы увезли в Окрестино. И вопрос был сутки, может быть, больше. И просто с чемоданами. И потом они, так сказать, катались везде. Как ты часто ее видишь? Вот это случилось 1,5 года назад. А неделю назад я приехал от нее, увидел ее 2-й раз после этого. Там наложилось все. Пандемия, потом война. Это больно? Моя личная катастрофа началась раньше войны, потому что мне надо было вывести Веру с мамой отсюда, от себя. Потому что здесь ей угрожает опасность. Там серьезная история, знаешь, когда люди подходят на улице и говорят: вы о муже подумайте с ребенком, и уходят. Это как закалялась сталь. 2 года назад я увидел вообще, как это все работает. Аккуратненько так, аккуратненько. Это происходит здесь, на улицах Москвы? В Москве. Что она разыскивается в Беларуси? Да, конечно. Потому что у нас хорошо работают, видимо, спецслужбы. Контакты налажены? Да, налажены. Слушай, это такое... Франшиза хорошо здесь работает. Больше того, как мне говорили ребята, что те ребята работают гораздо жестче и серьезнее. Это реально дико. И тогда первый раз, когда ты понимаешь, ага, вот оно. Вообще, слово «побег» в роте, я специально хочу исковеркать сейчас это слово, когда первый раз в жизни произносишь, такой тыш. Ты думал, только в книжках это есть, я не знаю, в кино. Все, собирайся, выезжаем. С другой стороны, когда я вижу Веру на Прайде в Вильнюсе, думаешь, растет уже в правильном мире. Честно, особенно сейчас я понимаю, что как будто бы Господь, что ли, так все придумал. Правда. Задавай себе вопрос, что я выбираю, будущее ребенка или, значит, совместное с ней времяпрепровождение. В этой ситуации будущее ребенка. И она будет точно расти совершенно здоровым, с достоинством человеком. У нее мама, значит, активистка, папа тут еще непонятный, конечно. Мама политическая активистка. Она не политическая, слушай, гражданская активистка, гражданская. Она женские марши делала там как раз с колыбельными, это все. Ее страна, понимаю. Хотя все сейчас очень-очень похоже. Так что мы тут Семой. Ты боишься того, что границы закроются настолько, что ты вообще в ближайшие несколько лет можешь их не увидеть? Я к этому готов. Слушай, все-таки, видишь, пандемия нас научила разным способам коммуникации. Безусловно, это все никогда не заменит, но в этой постановке вопроса я готов. Да. У тебя было очень тяжелое, в смысле, бедности детства, да? А совсем недавно ты был очень преуспевающим фильммейкером, рекламмейкером, как это называется? Креатор. Назови мне это слово. Кем ты? Мурат называет это социальной инженерией. Короче говоря, у тебя огромное рекламное агентство, у которого были заказы от всех и государственных, и негосударственных корпораций. А теперь же ты известен тем, что ты занимаешься социальной рекламой. Это абсолютно сознательный выбор. Да. Как легко ты отказался от больших денег, зная, как тяжела бывает бедность? Я тебе скажу. Во-первых, не было никаких больших особенно денег, потому что... Саш. Да, смотри. Социальная реклама появилась именно потому, что я мог себе позволить заниматься социалкой. У нас были клиенты, которые нам давали стабильный доход, но прелесть в том, что мы-то и вообще влезли на этот рынок только потому, что мы к любой рекламе относились как к социальной. Мы никогда не снимали пузырьки в пивном бокале. Нас не интересовали идеально несуществующие... Пузырьки в пивном бокале. Это, знаешь, это называется наливайка. Это все. Мы никогда этим не занимались. Ты рекламный ролик видел, там реально что-нибудь наливается, капает друг в друга. Это все, я не знаю, арахис в карамель.
Вот то, что фуд-порно такое, да. Вот мы сразу себе сказали, нас интересует возможность рассказать о продукте или его роли через изменения в человеке. И потихонечку оказалось, что мы, в общем-то, занимаемся социальной рекламой только на коммерческой основе. Тогда это был бутиковый подход, правда. Тогда мы были агентством, которые вот такие вот немножко странные. Потом это стало гигиеной. Потому что все потребляют все. Уже, да, и уже появился запрос, а можно нам о человеке? Можно нам про какое-то изменение вот в его жизни? Появлялись бренды, которые стали первопроходцами, в принципе, социальных коммуникаций, будучи супер FMCG. Приведи пример. Раздав становится нашим клиентом. Мы делаем кампанию «Покажите нас», где мы говорим, стоп, почему в рекламе мы показываем несуществующих идеальных женщин? Желательно еще отретушированных, отфотошопленных, с убранными комками. Биша. Видишь, я выучил все эти штуки. Биша? Биша, вот эти вот такие. Угу. Ну, кто от Биша, говорит, Биша. Да. Вот, так что обращайся. Но таких брендов очень немного, которые сразу топили за какую-то социальную повестку. Тогда, когда мы начинали, это было очень редко. Сейчас буква «С» в этих трех буквах ESG, цели устойчивого развития, это как раз про это. И в чем еще было реально разочарование? До войны, казалось, Россия реально начинает идти по этому пути. Даже кондовые, ресурсные бренды начинают, даже ничего в этом не понимая, окей, мы за тебя поймем, да. Смотри, оказывается, ты можешь не только продавать и потреблять, а ты еще можешь что-то вокруг себя менять. Ты еще не можешь ты еще можешь не здесь сейчас побеждать, а еще подумать, что будет с тобой через 50 лет. Понятно, что и в этом был немножко пыли такой, да, но круто. Я за то, чтобы даже если ты хочешь сымитировать правильное, находясь рядом с человеком, который хочет не сымитировать, а сделать правильно, у вас все равно получится правильно. Поэтому, пожалуйста, имитируйте. Давайте, продавайте свои макароны, но провозглашайте, я не знаю, какое-либо социальное изменение. Окей, ваши деньги, потому что социалка не может существовать без бизнеса. Это самое-самое важное. И мы в какой-то момент соединили. Мы предлагались брендам как возможность им продвигаться, но при этом что-то менять. А у благотворительных фондов была другая ситуация. Они могут только менять, а продвигаться не умели. И вот мы как-то соединились. Какой рекламой коммерческой ты гордишься? Вот самое для тебя важное, топ-топ. Это был спецпроект. На самом деле это не ролик. Я был креативным директором в СУП-компании, такая была. И к нам пришел бренд «Альфа-страхование». И говорит, пожалуйста, купите нам на Одноклассниках весь инвентарь баннерный и сделайте нам рекламу в Одноклассниках. Одноклассники тогда были единственной социальной сетью. То есть, вот прям номер один. И мне показалось странным. Зачем нужны Одноклассники? И, во-вторых, баннеры не очень интересны. Я говорю, а что мы хотим сделать-то? Мы хотим научить людей страховому продукту, показать, как работает страховка. Тогда я первый раз задал вопрос «Зачем?», который впоследствии стал главной лекцией в моей жизни и вообще темой и способом смотреть на мир. Я говорю, зачем для этого Одноклассники? Вернее, я вас не отпугиваю, и просто я пытаюсь перебрифоваться. Когда ты не знаешь, что делать в заданном «как», заданное «как» — это вот мы должны сделать рекламу в Одноклассниках Альфа-страхования. Когда ты существуешь в заданном «как», тебе нужно переспроситься и сказать себе «стоп». А если бы я специально пришел в Одноклассники для того, чтобы продавать страховку, то зачем? И поэтому я понимаю, нам надо что-то там страховать, что представляет ценность для аудитории. Я звоню своим сестрам. Это моя была любимая фокус-группа. Я говорю, девочки, что самое ценное для вас? Где самые большие риски в Одноклассниках? Что вы боитесь потерять? Я говорю, если нам ставят фоткам ниже оценку, чем 5. Помнишь, там была такая штука? Ставить оценку фотографиям. Если я хотел бы к тебе подкатить, я бы тебе поставил 5 с плюсом, мне пришлось за это заплатить. Помнишь, была такая штука? Я прожила жизнь зря. Да. Значит, в Одноклассниках ставили оценки. И если кто-то получал ниже 5, это сразу стресс. Я говорю, девочки, спасибо. И я предложил застраховывать фотографии от плохих оценок в Одноклассниках. Вообще сердца у тебя нет. Ты выкладываешь свою дурацкую фотку. Так. Реально стрёмная. Но у тебя есть значок Альфа-страхования. Ты кликаешь на значок, и фотка застрахована. И если я, плохой мальчик, твои фотки поставлю 4 или 3, происходит страховой случай, и ты все равно получаешь 5.
6 миллионов застрахованных фотографий за 2 месяца. Охренеть. Вот это я горжусь, потому что это прикольно. В этом нету кубиков на прессе, счастливых родителей и детей. В этом есть изменение опыта человека. Ведь что такое на самом деле хороший маркетинг и реклама? Это появление ценности бренда, то, ради чего все бренды существуют, на мой взгляд, с точки зрения коммуникации, ради одного нашего странного звука. Он звучит так. Вот, на самом деле, жить и работать надо так, чтобы можно было самому себе периодически наталкиваться на и производить вот это. Это и есть смысл. Это и есть то, чем мы занимаемся. Производим смысл для этого. Прикольно. «Линия жизни». Первый российский благотворительный фонд, получивший большую рекламную кампанию твоими руками. Это ты к ним пришел или они к тебе пришли? Они ко мне пришли. Я, насколько помню, Александр Леонидович Мамут. Он знал немножко, как я думаю, как я работаю. Он говорит, давайте Семина попросим. И мы встречались, и да, появился. После этого все появилось. И на самом деле, наверное, с этого все и началось. Ну, круто же. Представляешь, ты продаешь неравнодушие. Не пиво, а неравнодушие. Это показалось тогда офигенно. Продавать неравнодушие. Я тебе скажу честно, когда впервые увидела эту рекламу, мне она показалась Так. манипулятивной. Вначале, наверное, точно можно было посчитать это манипуляцией, конечно, но мы только учились. Я всегда, если делаю какой-то ролик, я делаю всегда за что-то очень конкретно важное для себя. Там мне так хотелось почувствовать, что хочет сделать ребенок, который понимает, что он не может остановить эту смерть, эту линию, которая уже не бьется. И мне показалось так по-детски, немножко даже по-полунински. Хочется взять ее да. Но в этом и есть ценность комьюнити «Линия жизни» тогда. Вот она, линия жизни. Она из-за той или иной проблемы перестает биться. Твое пожертвование, твое волонтерское участие – это вот это. Это вот этот мальчик, который рукой в этом мониторе эту линию трясет. Конечно. Это мы взяли и показали. Снимали, кстати, в Киеве. Да. В центре сердца. В центре сердца? Там, где бьется сердце. Да. Ты знаешь, там недавно подписчики прислали видео этого сердца, которое бьется. Я часа 2 в себя прийти не могла. Знаешь, вот там есть... Я совсем недавно об этом вспоминал, что свой первый социальный ролик я снял в Киеве, в центре сердца. Здесь все слова звучат сегодня невозможно. Просто невозможно к ним относиться равнодушно. Киев, центр сердца, первый российский, по большому счету, социальный ролик, потому что с этого много-много началось. Твои громкие социальные рекламы – это фонд «Вера», это «Смысл денег для «Подари жизнь», это «Подарок для ангела». Но одна из твоих самых спорных и самых обсуждаемых социальных реклам – это история про невыносимое выносимо. Это история про то, что, значит, если мы вынесем Ленина из мавзолея, жизнь наша как-то быстро изменится к лучшему. Почему ты это сделал? Ты сам придумал, да. Ты решил, что это важно, ты потратил свои деньги, и ты это сделал. 6 роликов. И мы бы делали, если бы не война. Правда. Зачем? Я хочу, чтобы его вынесли. Зачем? Оставаясь достопримечательностью, это да, никто не смотрит уже на него. Нет, смотри, мы заходим на территорию на территорию мифа. Да, это очень важно. Наша страна сделала все для того, чтобы мы становились архаичным обществом. Больше того, без архаики ни война, ни диктатура невозможна. Это и есть архаика. Вот я абсолютно считал наличие Ленина признаком архаики, которую нужно поменять. Потому что пока он является достопримечательностью, фактически это так. Да, мифологически это так, потому что туда все равно нужно повести ребенка посмотреть. Потому что он есть. И поскольку мы разрешаем себе, чтобы, в моем случае я его называю тиран, да, мы разрешаем себе я с тобой согласна. тирана
делать достопримечательностью, это означает, что мы разрешаем тиранию. Пока он лежит, будущего быть не может. Это потому, что это закрепленная архаическая достопримечательность, которая, знаешь, это как строители, которые желают тебе отомстить, потому что ты им что-то не доплатил, и они заливают в стену яйцо, чтобы оно тухло. И оно потом начинает, и ты сходишь с ума от того, что... Правда, что? Да, и ты сходишь с ума от того, что... А где этот запах? То есть Ленин – наше яйцо. Да, совершенно верно, которое фонит. И дофонилось. Потому что, ты понимаешь, что когда бы Ленина вынесли, когда произошло покаяние? Ну, ты же понимаешь, да, что это же ты ставишь телегу впереди лошади. Сперва покаяние, потом вынос. А ты хочешь вынести, и как будто бы это запустит процесс покаяния. Но нет. Совершенно верно, потому что действие иногда может быть важнее намерения. Сначала сделать, да. Совершенно Хорошо, так. вернемся к твоей аналогии. Если ты найдешь яйцо и вынешь его, строители тебя не простят. Ну, и... Это не как будто бы ты им заплатил много денег. Я, поскольку занимаюсь все-таки креативной работой и производством мифа, да, производство стереотипа или какого-то ассоциативного ряда, я абсолютно убежден в том, что физическое, пускай неосознанное, по какой-либо придуманной причине отсутствие Ленина позволило бы начать немножко другой разговор о своем прошлом. Но и наоборот, о нем никогда нельзя начать другого разговора, пока он лежит. Потому что это действующий сигнал. И моя была задача на протяжении года поддерживать градус этой дискуссии. И удивительно, я никогда не думал, что креатив может работать даже так, потому что и нашими словами пытались говорить депутаты в Госдуме, словами из ролика. Это тоже ты спровоцировал? Все, что было в течение этого года, это мы. Мы подходили к этой теме с разных инсайтов, что называется. Вот здесь мы говорим с точки зрения мамы и детей. Вообще уместно ли труп показывать? Здесь мы говорим о героине там, Чулпан Хаматовой. Здесь мы говорим... ничего, что мы свидания проводим на кладбище. А тем временем, пока шли эти дискуссии, готовилась война. Этого я не знаю. И все, да. Сейчас ты по-прежнему убежден в том, что это нужно было, и в том, что действительно, вот если бы эти дискуссии довести до логического конца и вынести Ленина, многое бы в истории России пошло не так. Если бы войны не было, да. С каждым роликом, с каждой новой волной мы получали все больше и больше резонанса и поддержки, правда. Ты понимаешь, Ленин существует в сакральном времени, а не в обыденном. Но, к сожалению, существование Ленина диктует правила игры в обыденном времени. И я абсолютно убежден, что по-другому бы мы, в принципе, начали разговаривать о прошлом, если бы не было. А значит, что у нынешней власти не было бы возможности доставать из того непокаянного прошлого, доставать право на зверство сегодня. Ведь что происходит? У тебя прошлое постоянно дает тебе право. Ты какая интересная штука. Право на это, право на другое. Ну, работало же так. Работало. Сегодня это не запрещено, сегодня это не осуждено. Значит, конечно. Ленин, Сталин, ГУЛАГ – все дает право. Поэтому закрывается мемориал. И вот, если честно, главное поражение – это когда ты выходишь с последним роликом, а у тебя ликвидируется мемориал. Ты понимаешь, что ты проиграл. Все. Ты понимаешь, что ты проиграл? Да, конечно. И как ты себя чувствуешь в этой ситуации? Проигравшим. Все, я считаю, что мы проиграли. Я проиграл. По всем статьям. Это главная проблема. Потому что это глобальный проигрыш. Это не лично. Это как бы все проиграно. Я в этом смысле не могу быть оптимистом и даже реалистом. Это правда. Вот дальше надо научиться, как вот в этом существовать. Твой лучший ролик для благотворительного фонда в России? Мой выбор или мой ролик? Твой выбор. Ну, видимо, это будет твой ролик, ладно. Нет. Это не ролик, это проект, который сделан как ролик. В Ливане есть большая проблема с ранней диагностикой рака груди. Потому что это табуированная тема. Женщинам запрещено обсуждать свое тело, и уж тем более, значит, запрещено себя диагностировать. Это фантастический кейс, потому что, казалось бы, можно было сказать, ну, ребят, сорян, у вас такая культура, табу, что мы можем сделать? Вот сами виноваты. Но если полюбить табу, если полюбить даже те жестокие правила, которые существуют, может появиться гениальное. Значит, гинеколог, повар объединились. Потому что единственное, о чем может женщина разговаривать с женщиной,
и давать какие-то советы. Это как готовить, как печь хлеб. И они что сделали? И они запустили кампанию, где обучали женщин проверять себя, не называя вещи своими именами, через приготовление хлеба. Понимаешь, да? Со всеми там штуками. Вот это лучшее, что вообще может быть, потому что это провозглашение надежды на то, что даже в самых жестких правилах, если постараться найти даже в них смысл, вот если мы можем говорить только и показывать только, как печь хлеб, а я занимаюсь профилактикой рака молочной железы, то если бы я специально оказался в этой ситуации, то чтобы что? И оказалось, что, обучаясь печь хлеб, можно учить себя диагностировать. Это лучшее, что, на мой взгляд, я видел за последнее время. А своей какой рекламой ты гордишься? Мне очень нравится «Химия была, но мы расстались». Хотя это проект Ольги Павловны. Да, это Олечкин проект, потому что это не совсем реклама, это ее проект. Которому ты придумал название. Да, и вот здесь было очень важно это сделать, потому что мы впервые, по-моему, в общей такой публичной риторике ушли от милитаристской темы. Вот эта победа, вот это вот «держись». Но это все благодаря тому, что мы просто много разговаривали с девочками. Это появилось, я не мог этого. Но мне кажется, это важно, потому что мы видим обратную связь. Да и, посмотри, как интересно. Наверное, к вопросу о смысле. Оля, великий фотограф. И могла продолжать оставаться им, со всеми глянцами, обложками и прочее. Но она снимает девушек, сейчас уже и мужчины пошли, либо в моменте лечения, либо после, только с одной целью, чтобы они вновь увидели себя, ощутили красивыми. Потому что, безусловно, в онкологии телесность важна. И когда мы сделали выставку возле центра на Каширке, там же очень интересно. Вот она возвращается в метро, возвращается после диагноза со всем пиздецом, который вообще теперь ей надо пережить, и она видит альтернативу. Вот опять, можно иначе. Понимаешь, вот все, что нам нужно делать, это показывать, что можно иначе. Я люблю очень этот проект, правда. Потому что в этом есть честно. Я умею фотографировать, говорит Оля. Давай я теперь это буду делать ради, чтобы. Это прекрасный проект и очень-очень-очень нужный. Мы строим хоспис в Уфе сейчас. И это интересная была задача, потому что мы немножко понимаем, как в городских пространствах с, условно, европейской культурой заниматься интерпретацией, пониманием умирания, смерти и так далее. И у нас очень много уже наработанных материалов. Казалось бы, чтобы начинать строить паллиативную помощь в Башкортостане, бери. А нет. И здорово, что мы об этом подумали, что отношение к смерти, к болезням, к возрасту, к умиранию совершенно другое. И я люблю этот проект, потому что прежде чем начать снимать, мы месяц занимались культурными и антропологическими исследованиями. Мы должны были найти ответ на вопрос, а как это здесь? Как здесь страшно? Что значит здесь страшно? Какие здесь есть барьеры? И мы смогли, практически действительно антропологическая работа, социокультурная, антропологическая. И мы вышли на историю, которую рассказали, и она как будто бы произошла. Слушай, ты столько планируешь, столько у тебя будущих проектов, столько ты вовлечен в разные истории. А ты держишь в голове, что вот с твоей позиции в какой-то момент, возможно, тебе придется очень быстро уезжать? Да. Единственное, что я не хочу собирать сумку, меня это будет бесить. Больше того, я тебе скажу, все, кто здесь... Тюрьма или отъезд? Тюрьма для меня кажется страшнее, именно потому, что я не смогу действительно заботиться о всех своих. Поэтому, конечно же, отъезд. То есть, выбирая между тюрьмой и отъездом, ты выберешь отъезд? Отъезд. И ты держишь это все время в голове? Да. Просто прошу, чтобы предупредили. Дали какую-то возможность. Да, что просто предупредили. Я как бы все понимаю. То есть я вообще за прямой разговор. Вот без этого. Вот так. Как с инклюзивной средой. Инвалидов нет. Уезжай. Хорошо. Однажды, когда ты учился в театральном институте, ты чуть не умер. Ты был парализован. Как это произошло? На режиссерском факультете есть такой предмет – фехтование театральное. Там, в отличие от спортивного, нет масок. Потому что себе сложно представить, значит,
мизансцену, где у тебя артисты в масках. Но там на шпагах есть наконечники. Я выпендрился, ставил себе, 18 лет, ставил себе сложный бой с 2 противниками. И у одного моего однокурсника наконечник слетел, и он, как выяснилось потом, не стал на это как-то реагировать. И его шпага попала мне, здесь можно говорить такие подробности, под глаз в мозг, закололи меня. Как мне говорили, в Мониках и потом у нейрохирургов в Москве и области даже появился псевдоним «Мой мушкетер». Мое дело тогда разбирали как дело мушкетера. Представляешь, 21 век, у тебя, проникающее ранение в правое полушарие головного мозга, так написано в истории болезни. Да. А ты не помнишь момента этого? Все, я все помню. Слава богу, я не потерял сознание, не уснул. Тогда было бы гораздо тяжелее. А больно было? Больно, когда ты на мозоль наступаешь. А когда тебя проникает шпага, это уже не больно. Это не знаю. Подожди, тебя привезли, у тебя торчит из головы шпага? То есть понятно, что она просто вытащили. Вытащили, да? Да. Так, а потом? А потом ты понимаешь, что все, ты не двигаешься. И вот дальше начинается интересно. Потому что потом вся твоя жизнь рассказывается через потолки. И если бы не вот этот взгляд на ситуацию такой, ты лежишь такой, думаешь, Саша, ты же на режиссерском факультете учишься. Давай используй это. Используй, запоминай. И реально могу сказать, что благодаря тому, что стало интересно, мне кажется, я ни разу не позволил себе как-то запереживать. То есть ты ни разу не подумал, что все? Ни разу. На третий день, все, точно совершенно. Это очень важно посмотреть на себя со стороны, сделать себя объектом, чтобы не быть соучастником страха. Вот так выйти так из себя, ага, смотри, как интересно. Опа, а что думает человек в этот момент? А как это? А как это узнавать людей по звуку бахил? Какой здесь потолок? Какой там? Я не знаю. Это действительно спасает. На третий день доктор говорил, что там есть у нас осложнение, потому что шпага была грязная, еще было заражение. Но мы с мамой договорились, что мы не пускаем плачущих людей в палату. Просто был такой договор. И все. Кто тебе помог встать? ЛФК. Если бы тогда существовал центр «Три сестры», я бы, наверное, как-то кайфовал от реабилитации. Но тогда меня отправили в бассейн с бабушками беременными женщинами. В Бусиново, я помню. Ой, я такие люблю очень. Да, вот знаешь, такие байдавы, да. Вот. И ты с ними, и ты такой, тебе там 18 лет, тебе хочется трахаться, и ты на режиссерском факультете, а ты мало того, что ты, на коляске или с палочкой, тебе еще надо, десневое орошение. То есть вот эту вот ерунду. Мне хотелось побыстрее начать быть самостоятельным. То есть ты вообще-то ничем вообще не мог шевелить? Нет, у меня вся левая сторона была парализована. У меня была только правая рука. Для молодого парня достаточно, чтобы справляться. Да. Вот. Поэтому мне надо было скорее закончить сессию, пойти работать. И вообще, вот не за то, что, слушай, ты полгода на иждивении, ты полгода не функционален. А врачи что говорили, что ты вообще не встанешь? Врачи... Я не помню, что говорили врачи. Нет, врачи говорили, Саш, ты, конечно, молодой, ты можешь поправиться, но имей в виду, лет 40 тебе это все, проснется. Ты понимаешь, какая вещь? Реабилитация, слова такого не существует в России. Выписали тебя из больницы на коляске. Все. И я допускаю, что если была реабилитация, я был совершенно в другом качестве жизни. Потому что происходит дальше? Да, с классическим инсультом. У меня очень похоже на то, как у человека происходит после инсульта. Ты приезжаешь домой, ты на 6-м этаже на коляске, у тебя лифт нет, либо в него не влезает коляска. Приходит тетя с ЛФК, просто заставляет тебя, вот это вот делать. Все. И я знаю столько случаев, уже потом, когда мы начали этой темой заниматься, сколько жизней, качеств жизни можно вообще в другой стране спасти, и сколько похерить здесь, потому что нет реабилитации, ее не существует. Больше того, ты можешь ее получить по ОМС, но только через полгода, а самое важное время. Когда уже поздно. Да. Вот, видишь, вот это к вопросу о твоем первом вопросе, что может государство. Вот оно дает, говорит, положена реабилитация. Положено, но через полгода. А полгода уже не нужно. Поэтому тогда я подумал, что главная реабилитация для меня – это просто нормализация жизни. Я сдал сессию без академа. Потом закончил с красным дипломом, всех послал, и все.
Ты всегда помнишь о том, что ты был парализован? А как только я хожу, я всегда помню, что я парализован. Да. Ну, что у меня есть проблема. Да, конечно. То есть вот тебе сейчас сколько лет? 39. То есть, когда тебе будет 40, тебе должны вернуться те проблемы? Ну, да, наверное, какие-то, да. Но они потихонечку возвращаются, потому что, это дырка в голове, конечно. Но теперь у меня столько вокруг благотворительных фондов, организаций, уж точно мы как-нибудь... Так вот что ты... Конечно. Слушай, а что ты думаешь, хосписом заниматься? За палату. А, кстати, там же есть от Полины Осетинской твой подарок. Узнаешь? А я его вживую ни разу и не видела. Вот, пожалуйста. Я вообще жду это. Мне кажется, это главный концерт года у меня. Большинство пианистов к инструменту, который стоит в Первом Московском хосписе, бы просто не подошли. Ну да, он очень плохой. Ну, то есть он... Давай правду скажем, он плохой. Он плохой, да. Если кто-нибудь может подарить Первому Московскому хоспису лучше, пусть Хотя подарит. бы пианино хорошее, концертное, было бы лучше. Это вот тот инструмент, которого так не хватало Полине Осетинской. Марьяна Владимировна, она в прошлом преподаватель музыки. И она приехала лежачая и совсем как бы ослабленная. Потом через пару дней ее вывезли сюда в холл. И она, ой, я вот все забыла. И она Свиридова играла. Она играла вальс Свиридова. У меня он есть, да. Так трогательно, невозможно. У нее фантастические руки. Потом приходили к ней ее друзья, и музыкант сел за инструмент, начал играть, музицировать, и тоже мы тут все медсестры собрались. Это было просто тоже здорово. Ну, то есть такие моменты, которые, когда видят этот инструмент, очень так все... Это какие-то практически свадебные ленты. Что это, Саша? Вчера здесь был пикник. Я думаю, ты сейчас скажешь, вчера здесь была свадьба. Свадьбы здесь бывают раз в неделю. Практически. Здесь конечно. Да ладно? Да, здесь... Это, еще раз, в этом-то вся прелесть. Но когда ты обезболен, и когда ты в окружении заботы и с достоинством, люди вдруг хотят все-таки расписаться. Может быть, нам поэтому многое мешает этого не делать. Ты мне так говоришь, как мы с тобой собирались расписаться. Мы в таком месте с тобой. Короче, здесь пикник был, разливали сидр. Вот все, что вы видите из свободного пространства, все было заставлено кроватями с нашими пациентами. И их родственники здесь вместе с ними тусят. Здесь играла живая музыка. Но на самом деле вся территория вокруг хосписа – это территория пикника. Вчера я приехал, первое, что я услышал, что постоянно одна барышня очень хотела покурить, да, и мы переживали, как бы она не навредила всем остальным. Барышня, в смысле пациентка? Пациентка, да. То есть, понимаешь, вот задача найти возможность дать человеку покурить. Больше ничего не интересует. Вот не смысл жизни, не вот это вот, кто виноват, что виновата, не прости. Вот все. Вот в этом и есть прелесть. Подробность жизни. Сейчас мы будем решать вопрос, как нам дать возможность покурить нормально. Ну, потому что тут очень много народу, и мы дали эту возможность. Тонкую, непременно тонкую. У тебя в социальной сети на аватарке совершенно фантастическая фотография. Женская рука, такая возрастная с татуировкой сердечко, держит в руках мороженое. Кто эта женщина? Я не знаю эту женщину. Это одна из пациенток хосписа. У нас просто есть... Главный источник добра и жизнелюбия и вообще всего – это наш чат волонтеров и координаторов хосписа фонда «Вера». И это супермедиа внутреннее, в котором все, кто работает в хосписах, делают фотки, рассказывают истории. Кстати, по этим историям у нас вышла книга «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Истории, которые невозможно придумать. Они происходят с людьми, которые живут в хосписе. И это одна из фоток, который просто... Ну, там все. Там жизнь на всю оставшуюся жизнь. Там татуировка на женской взрослой руке и мороженое. Тут про все... Это краткое содержание жизни. Мы когда-то с тобой, если ты помнишь, придумывали горизонтальный сериал юмористический про хоспис, да? Но мы так и не написали сценарий. Не написали. Какая сцена, подсмотренная для нашего или будущего сериала, или вообще в целом,
для жизни в хосписе на тебя произвела самое большое впечатление? Наверное, первое впечатление, которое у меня, вернее, самое яркое, это в том числе первое впечатление, потому что я, как и все нормальные люди, шел в хоспис. Сейчас трупы повезут. Да, вот сейчас повезут трупы, не дай бог увидеть какую-нибудь, да? Ты приходишь, я помню, там римские каникулы смотрят пациенты. Ты чего? А им разливают вино еще в этот момент. Они вот все лежат, у них римские каникулы, им вино разливают. Я думаю, что за фигня? А у входа сидит старенький, совсем сухой дедушка. И так сладко курит. Вот он просто сидит и курит, и ты понимаешь, ну, дальше ты идешь, там библиотека. И женщина в халатике такая. Видно, все здесь не просто так. А она никак не может выбрать книгу. И ты такой, туда-сюда, где? А нету. Потому что, когда человек обезболен, когда он не один, ему становится не страшно. Это как с детьми. Ребенок обезболенный просто остается ребенком. Ему хочется играть. Нет никаких там других страхов. Поэтому сам по себе хоспис – это и есть опыт другого, иначе. Где нет умирания, а есть последние дни жизни. Теперь какие два разных, то, что мы тогда сделали. Заменили умирание на последние дни жизни. Ну, это что же как минимум, грустно. Если... вообще-то да. Но, понимаешь, есть вещи, которые мы как бы не очень выбираем. Да? Это социальное превратило умирание и смерть в проигрыш. А в хосписе это свобода. И время только на любовь. Ты боишься смерти? Во-первых, после, своего ранения вряд ли, а после хосписов точно совершенно, что смерти близких, конечно. Свою я не очень понимаю. Больше того, я мечтаю только об одном, чтобы это случилось не внезапно. Вот когда я был молодым, вот мы все такие, помнишь, мы как рассуждали? Я говорил, внезапно, чтобы ты ничего не почувствовал, а еще желательно во сне. Вот это, знаешь, любимая тема. После того, как я начал работать в хосписе, для хосписа, стало очевидно, что внезапная смерть – это самая большая подстава, которая может случиться для твоих близких. Потому что они не успеют попрощаться и сказать самое важное и дорогое. Ты не успеешь с ним побыть. Поэтому, если говорить про последние дни жизни, я точно хочу, чтобы я понимал это, мы знали про это, и тогда можно, наконец, действительно заниматься только жизнью. А не раз – и все, и тебя нет. И что теперь с этим делать? Это главное милосердие, на мой взгляд, Бога, который может проявить лично ко мне, да и теперь я понимаю, к людям, это когда люди уходят не внезапно. Это, на самом деле, проявление огромного милосердия. Потому что у нас появляется возможность долюбить. Ты верующий человек. Соответственно, вопрос, есть ли жизнь после смерти, не имеет смысла по отношению к твоим взглядам на мир. Да, конечно. А что после смерти? Ты знаешь, я скажу, мне все равно. Знаешь, это уже категория, где совершенно неинтересно. Мне все равно, что после смерти, вот абсолютно точно, я просто знаю, что на смерти все не ограничится. Вот точно мне вот все равно. Мне не интересно об этом думать. Я не хочу стать не перед кого-то переселиться. Я не хочу, купаться в облаках и есть сахарную вату. А встретить кого-то? Встретить. Нет. Я не знаю, кого мне там можно встретить. Разве что папу, сказать ему, что приезжал Пол Маккартни в Россию. Вот это была его главная вообще мечта. Да, ты понимаешь, мне не нужно вот давай так, чтобы встретить кого-то, не нужно для этого умирать и переходить, в другую реальность. Чтобы поговорить с кем-то или встретить кого-то, тебе достаточно человека любить. И когда приехал Маккартни, я помню, что мы с ним очень много разговаривали. Я говорю, ты представляешь, он все-таки приехал. Он хотел квартиру даже продать, чтобы пойти на концерт. Я вырос только в атмосфере Битлз, Маккартни, Би Джис, Ило, вот этого всего, Сантаны. И вот это я ему сказал, прикинь.
здесь прощальная комната. Что значит прощальная комната? Прощальная комната – это комната, в которой близкие могут проститься с ушедшим своим родственником. То есть это когда человека уже Да. нет? Да. Там... Причем здесь все так сделано, что никто никогда в жизни не увидит, как попадает туда человек, потому что это определенные правила. И если в комнате что-то происходит, у нас горит эта лампочка. Но самое интересное, почему я себя привел сюда. Когда я говорю, что хоспис – это про жизнь, посмотри, что видит человек или родственники, не знаю, дети, которые попрощались со своей бабушкой. Они выходят из комнаты, а здесь жизнь. Это невероятно круто и важно, когда напротив самого тяжелого места есть продолжение и торжество этой жизни. Дети так вообще отсюда не уходят. Вот правда, это мое любимое место, потому что, наверное, есть квинтэссенция всего. С точки зрения христианской, как можно себе сейчас объяснить, зачем ты должен жить, зачем ты должен все это переживать, зачем ты должен наблюдать за тем, что происходит? Ведь полное такое ощущение, что зло побеждает, что света нет. Я отвечу не по-христиански, вернее, не с этой точки зрения, я отвечу с точки зрения Виктора Франкла, которым я занимаюсь, люблю его. У каждой ситуации есть ее истинный смысл. Война – это уже не ситуация, а ситуация может возникнуть здесь, сейчас, рядом конкретно с этим человеком в этом месте. Думаю, что сейчас огромное количество ситуаций, которые есть вокруг нас, у которых есть для тебя смысл. Как говорил Франкл, нет такого периода в жизни или ситуации, которая бы не готова для тебя как какое-нибудь дело. Вера твоя не рушится? Ты не задаешь себе вопрос: Господи, где ты? Я в тебе, Саш, говорит он. Вот в тебе. Значит, вот помнишь, у тебя сейчас вот такая случилась штука? Помнишь, ты проходил мимо? Помнишь, к тебе обратились? Помнишь, ты сам обратил на это внимание? Бог в тебе. Он говорит, пожалуйста. В этом смысле Франкл вполне себе... Как катехизис? Да, потому что, конечно, потому что нет никакого вообще Бога. Потому что с этим сложно работать. Да? Здрасте. Бог есть в тебе и в человеке, которому нужна помощь, а ты можешь ему помощь оказать. Либо Бог есть в ситуации, когда ты должен преодолеть страх. И ты обращаешься не к чему-то, а к Богу внутри себя. И такой, давай вместе преодолеем. Появление, особенно в ребенка, это невероятно страшно. Невероятно. Снег другого цвета, это страшно. Но потом ты такой, он же твой ребенок. Видишь, как интересно, но реально Бог в ситуации, в тебе, как ты на эту ситуацию реагируешь. Только так. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие, конечно. Правда или безопасность? Правда. Свобода или стабильность? Свобода. Родина или истина? Истина. Где любовь? Где она? В радости. Где радость? О, где радость. Надо немножко еще пожить после февраля и теперь поискать ответ на этот вопрос. Где радость? Ты абсолютно права. Хрен знает, где сейчас радость. Что с нами будет через год? Я так любил всегда строить планы и вот немножко даже думать про это. Вот через год будет вот это. Я не знаю. Я тебе говорю честно, я не знаю.